Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера. Ну что, ребята, приятного вам просмотра. Получается, подойду к Кипу, поговорю пока с ним еще раз, может какие-то диалоги новые открылись. Привет. Ты не видел здесь женщину по имени Фейт? А кто она такая? Красивая женщина. Что-то яснее не стало. Можешь описать ее поподробнее? Конечно, она высокая, стройная и... Хорошо, глаза у нее... глаза у нее будут голубые. Волосы у нее... так, длинные рыжие, короткие и светлые. Дай подумать, что на ней было надето. Я не помню, что на ней было одето, но, по-моему, на ней было облегающее фиолетовое платье. Ну, потому как ты ее описываешь... О, точно, я ее помню. И где она? Она была совершенно не в себе, она просто исчезла в какой-то комнате. И ты знаешь, что с ней произошло? Не, честно говоря, понятия не имею. И тут просто исчезает. Так, понятно. В общем, он, короче, сказал, что она свинтила. То есть она здесь появлялась, но убежала. Ладно, я предлагаю зайти в кабинет Бобби. Может быть, там что-то новое мы увидим. Так, поднимаемся. Опять заставки. Хотя, в принципе, я в этом кабинете еще пока ни с чем не взаимодействовал. Итак, что это такое? Похмельный завтрак? Все нужно для завтрака при сильном похмелье. Может мне что-то из этого кажется, у меня будет скоро похмелье. Угощайся. Ага, он взял. Отлично. Это что такое? Презервативы? Я думаю, нам пригодятся. Давай, Ларри, можешь взять. В награду за тот плотский союз, что у нас был. Ух ты, спасибо. Блин, она мне уже начинает нравиться. Картина с обезьяной. Не нужно мне это трогать. Это что такое? Не могу открыть. Так, я вот это не осматривал. Смотреть, но не трогать. Я бы тоже это трогать не стал, Ларри. Так, рыбка. Я-то руку не засуну, она станет мокрой, еще укусить могут. Так, можно попробовать со змеей повзаимодействовать. Я могу взять змею, она же мертвая, да? Бери, но осторожно. Этот вид змей известен тем, что они способны сохранять большое количество яда даже после смерти. О, надо быть аккуратнее, реально. По-моему, все. Так, а я могу вообще предметы какие-нибудь соединить? Допустим, змею и презервативы. Не лучшее сочетание. Их нельзя объединить. Водка. Вот как даже. Ну ладно. Нам надо с ней поговорить. Привет, Бобби. Привет, Ларри. Как мне вернуть свой плод? Без понятия. Всем мусором, которым прибывает к берегу, занимается Эмма. Мне нужно уплыть с этого острова. Может, ты просто исчезнешь без следа, как и многие другие постояльцы? Что? Я хочу сказать, когда ты здесь обустроишься, сам не захочешь уезжать. Ну что, детка, готова еще раз приласкать Ларри? Не сейчас, я только что поела. Ну, не уходи сильно далеко, я в этом отношении очень спонтанно. Да, я уже заметил. Можно мне попасть в номер Фейт? Зачем тебе туда? Я хочу разобраться, что с ней сталось. Ага, похоже, она тебя интересует. У меня нет времени на такое. Проси Кипа. Спасибо. Надо опять с Кипом, короче, получается, поговорить. Бобби сказала спросить у тебя, как попасть в комнату Фейт. Конечно, раз ты так хорошо знаешь эту Фейт. Еще бы. Тогда иди. Уверен, что в этом нет ничего плохого, а я тоже так думаю. Комната 404 может подняться туда на лифте. Спасибо. Комната 404. Ну ладно, я пошел. Так, что если я вот сюда пройду? Так, я, в принципе, видел, у меня есть один стаканчик. А что если я
налью себе чего-нибудь вкусного. Так, я взаимодействовал с разными предметами, но у меня получилось, короче, взять ее. Свежевыжатый и самый лучший. Я не понял, Ларри, там же есть яд, нафига так делать? Но это единственный предмет, который у меня получился по взаимодействию. Я как понимаю, его надо взять. Стакан с зеленым соком. Сочно и ядовито. Вот травить собрался. Давай еще стаканчик возьмем. Это я возьму. Все, я взял, уходим. Полностью уходим отсюда. Кстати, очень прикольный фонтан. Попробую-ка я набрать нормальной воды. Но с водой тут, как я понял, проблемы. Надеюсь, здесь вода чистая, а не покрашенная. Я его наполнил. Уходим. В принципе, мне кажется, больше взаимодействия здесь нету. Надо подниматься, наверное, в комнату Фейт. Итак, залазим в лифт. Апартаменты Фейт. Прям отдельная строка в лифте. Мне это уже начинает нравиться. Фига себе, прям лифт в комнату выходит. Офигеть. Это ее комната. Откуда такая уверенность? Увидел что-то знакомое? Нет, это ее запах. Я тебе точно говорю. Надеюсь, меня не оборудуют датчиками обоняния. Ну, то есть, Пай опять это не нравится. Итак, что же здесь можно взять? Так, посмотрим. Это что такое? Фестивальная листовка. Это я возьму. Листовку взяли. Что у нас здесь? Чемодан. Лучше оставить его здесь. Ух ты. Трусики, Фейт? В твоих руках уже побывало достаточно белья, Фейт. Типа мне нельзя взять, что ли? Мой пайфон против, короче. Окно. Это нельзя открыть. Так, карта члена Золотого клуба. Отлично, мы его берем. Теперь я член Золотого клуба. Да понятно. Это что? Мини-бар. Это он, в принципе, закрывает. Ладно, открываем мини-бар. Пусть открыт. Мини-бар. Нет. Четвертак. Я думаю, нам пригодится. Что еще можно взять в комнате Фейт? Да, в принципе, ничего. Я предлагаю, ребята, взять... единственное, что я смог сделать, положить коктейль. Лучше оставить как и есть. Нет, маленько не то я взял. Мне надо взять стаканчик с водой и поместить его в мини-бар. Посмотрим, как быстро замерзнет вода. Ларри, сейчас не до экспериментов. Предлагаю свалить отсюда. И, наверное, в гостиной мы сейчас возьмем... точнее, в фойе. Мы возьмем еще один стаканчик. И, как понял, стаканчики можно брать постоянно. Но с тем условием, что если мы... его куда-нибудь используем, тогда можно брать новый. Ну, то есть они как бы не заканчиваются, это тоже неплохо. Да, картина, конечно, вообще жесть. Я надеюсь, Надеюсь, YouTube меня не заблочит после вот этой игры. Это я возьму. Потому что предыдущую игру Ларри мне пришлось, когда я ее выпустил, пришлось очень долго обращаться в поддержку. У меня много роликов были заблокированы. Короче, маленько запутался в игре, но я нашел дальнейшее развитие сюжета. То есть, переместившись в эту локацию, надо взять стакан и сделать взаимодействие с туалетом. Ну что ж, просто сделаю это. Он поссал, что ли, в него, я не пойму. Но надо, короче, ребята, чтобы было сделано именно так. Тогда вот этот стакан у нас будет наполнен. Ну, Ларри, ты что-то долго. Блин, он реально сыт, походу, в него. Вот где я нашел ту желтую жидкость. Блин, он реально, походу, поссал. Ладно, уходим отсюда. Я как понимаю, надо опять в комнату Фейт. У нее там холодильник, мини-бар. И вот этот стакан, который мы заморозили, в нем должен быть лед. А лед нам пригодится для смешивания коктейля. Я еще не знаю, где надо все эти ингредиенты набирать, но начать надо именно прямо с этого. Итак, ребят, открываем мини-бар.
У нас здесь вода уже должна была замерзнуть. Вода замерзла. Ну, мы видим, это очевидно. Кстати, кактус тоже угарный. Тут, походу, в игре везде отсылки вот к этой фигне. Итак, коктейль. Что у нас здесь есть? Итак, ребята, начинаем доставать ингредиенты. Итак, с запахом апельсина, я думаю, это уже должно подойти. Это вроде что-то вроде кубиков льда. Желтая жидкость. Желтая жидкость. Зеленая жидкость. Я не помню, что вот это значило. Здесь, короче, все. Вот этот предмет, он подходил. И надо добавить водки. Нажимаем Go. Прекрасно, Тики Твистер, как по учебнику. Давай не будем забывать, из чего оно. Ага. Ты же никому не дашь это пить? Конечно же нет. Но если Бекки... Нет. Ладно. Походу, Ларри реально Бекки его отдаст. Ну что, давайте уходим отсюда. И, наверное, уходим в фойе. Отлично, мы спустились в фойе. Ну, конечно же, мы этот коктейль отдадим Бекки. Потому что я долго-долго думал, куда его девать. Пробовал разные взаимодействия. А ведь... Стоп. Мы не сюда, нам вон туда надо. Все, достаем мега-коктейль. Блин, он даже смотрится как-то стрёмно. И отдаем его Бекки. Я принес коктейль, подходящий для селфи. Супер круто! Притормози, парниша, никакой выпивки от тебя. Это бармен сделал? Ладно, тогда я выпью. Но лучше этой штуки много не пить. Это просто для селфи. Я даже умею сосать соломинку, не глотая. Предупреждаю, что... Тогда я добавляю еще звезду на глотке. На глотке или на глотке, я так и не понял. Ну вот, мы вернулись с вами в фойе, ребята. Но надо, я думаю, как поднять популярность отеля. Первое, мы сделали коктейль. Бекки поставила за него, получается, лайк в своем предложении. Мы почистили бассейн, он теперь чистый. И остается проработать веганское меню. Но она как бы вегетарианка. Поэтому надо заходить в первую очередь в лифт. И мы не были на смотровой площадке. Возможно, там что-то мы найдем с вами интересное. А вот она и смотровая площадка. Так, смотрим, с чем можно взаимодействовать. Итак, берем семена. Я думаю, они нам пригодятся. Прекрасный, кстати, вид отсюда открывается. Я всегда говорю, семени много не бывает. Ларри, ты о чем? Мини-джунгли. Лучше не буду трогать растения. Так. Старое правило Ларри, если ничего не засунуть, ничего не выйдет обратно. То есть, если не засунем, то ничего не вылезет. Блин, круто. Хотя, в принципе, я как думаю, ребят, у нас есть семена. Я, кажется, знаю, куда их можно использовать. Надо для этого пройти в столовую. Сейчас мы туда пройдем. Итак, первое это фойе. Блин, Ларри слишком долго переходит, конечно же. Так, мы уже здесь. И надо пройти уже в буфет. Столовая, буфетная, примерно так как-то называю. И надо семена... ужасный ужас. По-моему... короче, попробуем семена положить вот сюда. Что же у нас будет? Эти закуски кажутся хорошей питательной основой для семян. Опачки. Растет как на дрожжах, настоящее органическое удобрение. Так, вилка для мяса. Я думаю, нам пригодится. Вилка для мяса всегда стоит брать с собой. Так, я не понял, а поросятина что здесь делает? Барбекю. А нам нужен веганский стол так-то.
Блин, а поросенок живой. Если я развяжу свинью, она откусит мне руку. А всем известно, что свиньи так делают. Эти животные хороши только в жареном виде. Понятно. Я еще раз хочу подойти к электрическому щитку. Итак, посмотрим. Тут, как я понимаю, надо что-то где-то как-то сделать. Но тут чего-то не хватает. Вот где разрезан кабель. В таком виде он не может проводить электричество. И что? Переключатель скорости вентилятора. Понятно. Переключатель. То есть здесь надо взаимодействовать и полностью собирать схему. Я, кажется, знаю, где можно найти недостающий кабель, но для этого надо выйти в фойе и вообще как бы покинуть отель. Я перехожу сейчас быстро двойным кликом. Так. Пальма. Нет, нет, это не пальма. Значит, мусорные баки. Давай, Ларри, пролази в мусорке, ты это умеешь. Как неожиданно, внутри мусор. Ну а ты бы чё... Как думал... еще можно полазить? Шапочка из фольги всегда пригодится. Шапочка из фольги? Подожди, я не понял. Вдруг она нам реально пригодится? Давайте попробуем. Может быть, он подойдет именно в щиток, наш ингредиент. Ну, точнее, шапочка из фольги. Ну, давай посмотрим. Я не знаю, зачем она, но я, в принципе, пробовал щелкать, и у меня получилось шапочку засунуть вот сюда. Мы, как знаем, фольга, она все-таки проводит ток, и если ее вместо проводов соединить, пусть при малом токе, но она будет как бы работать. Так, что же еще нам нужно сделать? Я пробую засунуть вилку. А вилку ее хоть куда можно засунуть. Переключатель скорости. Лучшее сочетание. Так, а куда ее мне деть? Так, не понял. Хотя тыкал, и в принципе я понял, что, ребята, надо взять реально вилку и засунуть туда, где отсутствует рычаг. Идеально подходит, рычаг снова работает. Так, а теперь надо, наверное, их соединять, что ли, или что? Ну, я включил. Вот так вот. Так, вот так вот. Здесь, получается, переходит сюда. Здесь переходит сюда. Включаем, переходим сюда. Так, как же еще их можно воткнуть? Потом надо вот это включаем. И, наверное, вот так. Попробуем, может быть... Нет, надо, наверное... Переключаем самую вот эту мощную скорость и нажмем. Что у нас пойдет? Есть. Отлично. Отлично. Есть. Но, походу... Нет, не получилось. А теперь попробовал схему собрать именно вот так вот, отключив этот рубильник, посмотрим, что будет. Опять же, методом подбора, ребята, методом подбора. Итак, первый ушел. И второй ушел. По-моему, получилось. Пусть и не с первого раза. Лети, свинка. Ты так заботишься о животных? Там же джунгли, она не расшибется. Да и море в той же, кстати, стороне. Скажи, а свинья не как бы правда умеет плавать? Интересный вопрос, Ларри. Так, ну, я предлагаю теперь пойти к Бекке, сказать, что у нас есть веганский бар, и ей должно это, в принципе, понравиться. Шведский стол теперь полностью веганский. Ура! Как раз вовремя, я чуть-чуть не умерла от голода. Есть нужно маленькими порциями, правда. Ну да, я же практикую краткосрочное голодание. А еще я напишу предупреждение о шок-контенте для подписчиков из группы Растения. Они всегда мило возмущаются, когда я фотографируюсь на логу. Ладно, еще одна звезда. Блин, это круто.
Ладно, уходим от нее. Я как понимаю, все звезды, которые могла вот эта блогерша Бекки выделить отелю, они уже выставлены. Я думаю, надо пойти к этой главной Бобби и все-таки сказать то, что, блин, мы популярность отелю-то набили. И, может быть, она все-таки наш долг простит. Было бы, кстати, очень кстати. Я не знаю, получится, нет, но мы это попробуем. Итак, мы зашли. Бобби Марли. Привет, Бобби. Ларри, как дела? Так. Эта гостиница наконец-то получила заслуженную 5-звездочную оценку на глотке. Или на глотке. Это было не так уж и сложно, а превосходно. Должна признать, Ларри, действительно, тебя можно положиться, и не только в постели, да? Кстати говоря, не сейчас, а мне нужно поработать над маркетинговым планом. Это рейтинг открывает уйму новых возможностей. Ну как насчет штрафа? Считай, что он выплачен. Слава богу. Если быть до конца честной, да. Я просто это все выдумала насчет штрафа. Что? Зачем? Ты меня использовала? В какой именно момент ты чувствовал себя использованным? Во время секса? Но, ладно, пусть будет ничья. В смысле, все? Как бы, вроде бы как-то все. Именно на этом моменте у нас серия, ребята, подошла к концу. Мы увидимся с вами уже в следующей серии. Не переключайтесь и всем пока!